что общего между этими словами? Оказывается, что все они из Скандинавии. Да-да, родины викингов и сказок про троллей. Ну а к нам они попали вместе с варягами. Купцы и военные наемники. Они много чего привнесли в русскую культуру. Дело-то в том, что через земли славян проходили главные торговые пути того времени. Русь, Россия. Эти названия появятся значительно позже. А пока иностранцы называли эту страну по-своему. Гардар или Гардарика. Про что эти названия? Давайте разбираться. Страна Гардар. В IX веке нормандские скальды слагали о ней поэмы. Есть сказочный край на востоке, там эльфы и тролли в лесах, а в болотах гигантские змеи. Там правят потомки богов, великие ярлы и конунги славные. Эй, Хельга, плесни ко мне еще Эля. Легенды об этом крае ходили разные. Однажды на охоте конунг Сигрлами увидел с лошади двух гномов рядом с большим камнем. Размахивая над ними своим мечом, он не дал им исчезнуть. Тогда гномы по имени Двалин и Дурин спросили, как они могут себя выкупить, и принялись ковать магический меч. Но прежде чем исчезнуть, гномы прокляли меч, так что его нельзя было вложить в ножны, не омыв теплой кровью, чтобы он стал погибелью конунга. И таких историй сотни. Очевидно, варяги считали этот край необычным, волшебным. Да что с них взять? Для них куда ни глянь, везде священный папоротник или гриб, тролли, гоблины, драконы. Ну, за этим лучше в отдел фантастики. А у нас история. Штука серьезная. Скандинавское слово «гардер» переводится как ограда, забор, укрепление. Под это описание могла подходить и деревня, и сторожевая застава, не обязательно полноценный город. Надо сказать, что в X-XI веке у славян их было не так уж и много. На северо-западе всего лишь 3 – Старая Ладога, Великий Новгород и Псков. А всего на Руси 21 штука. Но вместе с этим было огромное количество укрепленных поселений, деревянные крепости, форпосты. Особенно много вдоль важнейших торговых путей. Окрестные жители могли найти там надежное убежище от врагов. Торговцы, местный рынок и таможенный пункт. Именно такие города встречали варяжские купцы, отправляясь в путешествие через земли славян. Поэтому на первом этапе знакомства с Русью называли ее «страна крепостей» – Гардар. Название закрепилось. И когда Русь стала самостоятельным крепким государством, а крепости выросли в административные центры княжеств, из страны крепостей она превращается в страну городов – Гардарику. Каков итог? Пока у славян не было самостоятельного государства, варяги называли их земли Гардар – страна крепостей. Когда появилась Русь, иноземцы стали именовать ее Гардарикой – страной городов.